Фильм «Литвяк». Его анонсировали еще в 2019-м. Мы ждали его в 2020-м и в 2021-м. Но тогда вышел Девитаев. Потом фильм «Летчик», «Крылья над Берлином» и фильм «Воздух». И только в мае 26-го фильм «Литвяк» вышел на экран. Приветствую, друзья! Посмотрел фильм «Литвяк» в четверг 30 апреля и постараюсь как-то попробовать рассказать так, чтобы не соспойлить. Потому что для людей, кто увлекается авиацией, Великой Отечественной войной, или вы, например, верпил, то этот фильм must-have в коллекции. Верпилы или виртуальные пилоты – это такое сообщество или даже субкультура, которая появилась в 2001 году. Обалдеть, уже полвека назад получается. А связано это было с выходом игры Ил-2 «Штурмовик». Но не суть. Но если вы просто без таких загонов и приколов, то тут надо учесть, что фильм очень красивый, но авторский, и снят не по голливудскому шаблону. Надо сказать, что сейчас фильмы, в том числе и наши, снимают по методикам Голливуда. И действительно этот подход лучший, он держит зрителя, и это правда. Но потом, возможно, вы ловите себя на чувстве, что все фильмы друг на друга похожи. И потом не вспомнишь, чем они друг от друга отличаются, особенно боевики. Хотя и выходишь из кинозала с отыгравшими чувствами. С «Литвяк» это не так. Это как бы фильм экранизация боевых документов и журналов полка, или точнее боевого пути знаменитой летчицы. Причем как будто фильм немного документальный, и при этом в нем шедевральные натуральные съемки и интересное звуковое оформление. К сценам воздушных боев я вообще не придираюсь. Думаю, они скоро разойдутся по интернетам. Особенно заключительная сцена. Там, где есть даже какая-то драматургия, помимо экшена. Надо сказать, что начало и конец понравились. Они по-голливудскому цепляли даже. Фильм на самом деле в целом плавный, созерцательный. При этом не театральный, не для подростков, взрослый. Именно поэтому ему, наверное, дали 16+. Хотя никакой трешатины или пастелятины там нет. Этот фильм как бы из другого времени, даже не потому, что его начали снимать еще в доковидные времена. Этот фильм как будто от режиссеров из 70-х годов. Наверное, может быть, советских или итальянских даже. Он очень авторский, с настолько красивыми съемками. Там обращаешь внимание на красоту неба, земли с высоты, степей, пшеничных полей и лучей солнца. Кстати, по детальности к быту летчиков, его можно даже сравнить с фильмом «В бой идут одни старики». Хотя «Литвяк» в сравнении с последним стоит покритиковать за отдельную игру актеров. Лучше всего сыграл, кстати, актер не первого плана. Там был командир полка, вот у него прям классные яркие диалоги. И, кстати, прям даже жалко стало в той сцене, где его... Нет, не буду спойлить, короче. В общем, фильм Андрея Шальёпы, он далеко не типичный. Не для стандартной порции дофаминов, он другой. Он на какой-то ощутимый процент документальный. В нем понимается по ходу просмотра, что война – это трагедия, и она идет не по запланированному стандартному сценарию. Надеюсь, что кто-нибудь из вас будет в каком-то будущем смотреть этот ролик, когда небо уже над всеми будет спокойным и не военным. В общем, как-то так. Смотрите расписание в кинотеатрах. Есть что-то в этом фильме.